Приветствую космических работяг! Сегодня я буду рассказывать про аномалии в Space Station 14. Если с артефактами, о которых я уже рассказывал в другом видео, можно работать в отделе, не подвергая опасности экипаж, то аномалии, напротив, почти всегда появляются вне научно-исследовательской территории. Сегодня мы разберем основу работы аномалиста, научимся сдерживать опасные на первый взгляд аномалии, затронем способы облегчения их сдерживания и ускорения добычи очков, а также рассмотрим все виды самих аномалий и тонкости работы с ними. Как обычно, для начала нам нужно найти помещение аномалистики в отделе R&D. Узнать его можно по знаку или большой машине под названием генератор аномалий. Тут с начала смены будет все, что нам необходимо для создания, сдерживания и уничтожения аномалий. Сами аномалии представляют собой разнообразные объекты, в основном это летающие сферы, но есть кристаллы, цветки и другие. Их довольно просто различать между собой, так как каждая имеет уникальный эффект, воздействующий на окружение. Подробно о всех видах аномалий я расскажу ближе к концу видео. А пока пройдемся по базовым инструментам для работы. Генератор аномалий. Машина, что за 15 единиц твердой плазмы создает одну аномалию в случайном месте станции. Имеет время перезарядки в 5 минут после создания. К слову, аномалия еще может появиться из артефакта или от игрового события, когда центральное командование сообщит о гиперэнергетическом волновом потоке. Следующий инструмент – это ручной сканер аномалий. Нажав им по аномалии левой кнопкой мыши позволяет нам узнать и мониторить в реальном времени следующие параметры. Текущая опасность аномалий – это уровень разрушительности импульсов. Чем больше этот процент, тем больше мы получаем очков в секунду. Его никак нельзя понизить, только повысить. На 100% опасности аномалия коллапсирует, нанося огромный урон станции и экипажу, в зависимости от вида аномалий. Запомните, самый оптимальный процент опасности для фарма – это от 70% до 80%. Если больше, будет опасно отойти, допустим, покушать на кухню. Ведь при росте она поднимет процент опасности, и вам надо будет быстрее бежать ее стабилизировать, а при меньшем проценте будет меньше пассивных очков. Текущее состояние аномалии отображает следующие состояния аномалии. Стабильное – то, в котором мы обязаны содержать аномалию, если сдерживаем для добычи очков. Рост – состояние, при котором аномалия хоть и увеличивает количество очков в секунду, но при импульсе поднимает процент опасности самостоятельно. Это и является риском повышения процента опасности аномалий до 100%, так что рост нужно всегда убирать. Распад. Последнее состояние, при котором аномалия начинает стремительно терять очки в секунду и свое ХП. Да, аномалия имеет условный уровень здоровья, который невооруженным глазом не увидеть. При каждом выстреле стабильными частицами мы наносим урон где-то в 10 ХП из 100. Это и является причиной пропажи аномалий, которые мы сдерживаем. Чем меньше она будет расти или распадаться, тем дольше мы продержим аномалию. Пассивная генерация очков. Это количество очков в секунду, что мы добываем с аномалии на сервер R&D, если, конечно, подключили ее к сосуду аномалий. Множитель очков, например, экспериментального сосуда, тут учитываться не будет. Как я и сказал, этот параметр напрямую зависит от процента опасности. Анализ реакции на частицы. Это набор типов реакции на частицы, которыми мы будем бомбить аномалию из макака или мартыха. У каждой аномалии разная последовательность этих частиц. Мы затронем это еще далее, а пока запоминайте. Опасный тип. Повышает процент опасности, не влияя на состояние аномалии. Нужен нам при разгоне опасности для повышения пассивной генерации очков. Нестабильный тип. Провоцирует состояние роста аномалии. Убирает состояние распада. Нужен нам в основном, чтобы убирать распад аномалии. Сдерживающий тип. Провоцирует распад аномалии. Убирает рост. Этими частицами мы будем пользоваться чаще всего, ведь при импульсах аномалия с большим шансом будет переходить именно в рост, а не в распад. Время до следующего импульса. Таймер, который дает нам информацию, когда нам лучше отойти от аномалии в целях безопасности. Чаще смотрите на этот таймер, чтобы предугадать, когда начнется рост, распад или аномалия подожжет всех вокруг. После сканирования аномалий каждый параметр мы можем контролировать хоть с конца карты. Кстати, если мы случайно закрываем интерфейс сканера, то нам не надо заново сканировать аномалию. Она сохраняется внутри сканера. Мы просто нажимаем кнопку Z, и интерфейс снова открывается. Можно просканировать аномалию парой сканеров, один оставить себе, а второй отдать, например, коллеге, для подстраховки на случай вашей невнимательности или гибели. Следующий инструмент – это мобильный аномальный кинетический акселератор, сокращенно МАКАК. Это устройство-эмиттер, по-простому пушка, стреляющая тремя видами частиц, которые влияют на саму аномалию.
Включается и выключается вручную, нажатием левой кнопкой мыши, если прикручен гаечным ключом к полу. Хоть он и имеет индикатор электропитания, но не требует его для работы, что довольно странно. Через правую кнопку мыши вы можете выбрать тип частиц, стреляющих из макака. Это дельта, красные, зета, желтые и эпсилон, синие. Как вы уже знаете, сканер аномалий показывает нам, какие частицы нужно переключать на макаке для определенной реакции. Также вы можете заблокировать макак нажатием Alt плюс левая кнопка мыши. Это не позволит пользоваться устройством без доступа ученых. Советую всегда блокировать макак, когда отходите, ведь злостный клоун может одним нажатием спровоцировать большой ущерб станции, а нам потом еще и доказывать СБшникам. Идем дальше. Прибор сосуд аномалий. Выглядит как коробка с плазменным стеклом. С помощью нее мы и получаем очки на сервер, но для этого нужно подключить аномалию. Делается это так. Вот мы нашли аномалию, просканировали ее и этим же сканером нажали на незанятый сосуд аномалий. И вуаля, очки начинают идти. Но если не идут, то тут имеется интерфейс, позволяющий выбрать сервер, на который будут идти очки исследования. Так что всегда проверяйте, подключен ли сосуд к серверу и имеет ли сам сосуд с сервером электропитание, а то очки будут просто пропадать. Кроме того, этот сосуд имеет особенность взрываться вместе со взрывом подключенной к нему аномалии. Речь не о полном распаде, а о коллапсе или суперкрите, когда опасность аномалии достигает 100%. А сейчас давайте разберем пример работы аномалиста. Перед началом смотрим через КПК, нет ли красного кода на станции, ведь если стоит красный код, то аномалии создавать нельзя по СРП. Спрашиваем у научного руководителя, можно ли создать аномалию, он дает добро, и мы приступаем. На столе около генератора находим 30 плазмы, разделяем стопку нажатием Alt плюс левая кнопка мыши и загружаем 15 плазмы в генератор аномалий. Больше закидывать не советую, ибо если понадобится плазма для крафтов, то вы уже никак не достанете ее из генератора. Итак, загрузив плазму, мы нажимаем кнопку «Создать аномалию», и генератор начинает шуметь. Тем временем желательно сообщить в общий канал станции о том, что аномалия была создана, и попросите помочь в поисках, если они ее увидят. Если сразу никто не сообщил, то самостоятельно выдвигаемся искать аномалию, взяв сканер аномалий и макак. Первым делом советую проходить по техам, дормам, прибытию, отбытию и краям станции. В людных местах типа бара, медотсека и прочего не вижу смысла смотреть, если на станции есть экипаж, хоть кто-то из них, но сообщит о аномалии в общий канал. Поиск аномалий можно облегчить с помощью локаторов аномалий, которые изучаются на первом тире технологий РНД. Имеется два вида – обычный локатор и локатор широкого спектра. Оба собираются на протолате и питаются от батареек. При включении загорается фиолетовый экран, и если в нужном радиусе от локатора находится аномалия, то он начинает пищать. Обычный локатор находит аномалию в радиусе 20 тайлов, и чем ближе, тем он чаще пищит. Локатор широкого спектра фиксирует аномалии на большем расстоянии, чем обычный, но не пищит чаще при приближении к ней. Рекомендую брать оба локатора. Сначала ходим с включенным широкого спектра, и как только он запищит, включаем обычный локатор и ищем уже с ним в более малом радиусе. Теперь мы нашли аномалию, но она непригодна для сдерживания. Поставили и прикрутили макак напротив аномалии. Убедились, что полету частиц никто и ничто не мешает, и повернули его прямо в аномалию. Просканировали ее сканером. Увидели сдерживающие частицы. На видео у меня это эпсилон. Нажатием правой кнопкой мыши по макаку выбрали частицу для сдерживания, это эпсилон, и включили макак. Теперь замечаем, что после пары попаданий мы спровоцировали распад, и нам остается только ожидать полного исчезновения аномалий. Забираем ядро, забираем макак и возвращаемся в отдел. Все. Теперь рассмотрим вариант с удачной аномалией для сдерживания. Снова же, нашли аномалию, просканировали сканером, прикрутили макак, направили в сторону аномалии и стабилизировали ее, если необходимо. Заблокировали макак и побежали подключать аномалию к сосуду на фарм очков. В идеале попросить кого-то из ученых либо присмотреть за нашей аномалией, либо пойти подключить ее к сосуду вместо нас. Если вы ответственны за аномалию, то всегда держите открытый интерфейс сканера на экране. И в случае роста или распада немедленно стабилизируйте аномалию. Как только мы подключили аному к сосуду, возвращаемся и разгоняем аномалию опасными частицами до 75% опасности. Далее застраиваем аномалию, если необходимо, и чилим. Наша задача продержать аномалию в стабильном состоянии минимум около 40 минут. В среднем именно столько и живет аномалия. Ведь, как мы помним, около 10 выстрелов стабильными частицами полностью убирают аномалию. А в рост она может переходить очень часто. Все зависит от коэффициентов, что подкинет нам игра.
На самом деле 40 минут сидеть над аномалией очень скучно. Немногие знают, но макак можно подключить на дистанционное управление через мультитул на кнопку, рычаг или передатчик сигналов. Это позволяет убирать рост или распад, находясь на безопасном расстоянии от аномалии, либо на большом, прямо из отдела. Сидишь спокойно, пьешь чай у стойки, поглядывая на сканер, и если вдруг аномалия растет, ты нажимаешь на кнопочку и она стабилизируется. Но как подключить, спросите вы? Очень просто. Смотрим на анализ частиц нашей аномалии. Нас интересуют две частицы – стабильные и нестабильные. Покажу на примере двух передатчиков. Берем первый передатчик, берем этикировщик. Называем его, например, «Если рост». Теперь берем мультитул, тыкаем на передатчик, а потом на макак. В открытом интерфейсе сети соединяем нажато со стабилизирующей частицей. В моем случае это эпсилон. И вторым соединением связываем нажато с функцией «переключить». Функция «переключить» позволяет включать и выключать макак при каждом нажатии на триггер. Таким образом, нажимая на этот передатчик, мы будем включать и выключать макак на частице эпсилон. Точно так же подключаем второй передатчик, который назовем «если распад». Только теперь выбираем нестабильную частицу и «переключить», чтобы когда мы нажимали на второй передатчик, макак переключался на нестабильную частицу. В моем случае это зета, убирающая распад. Обычный передатчик сигналов действует на расстоянии в 15 тайлов, это недалеко, практически в границах экрана. То ли дело продвинутый передатчик, действующий на 50 тайлов. Ну, по крайней мере, так пишется в описании, но на деле около 50 метров это 30. Вот вам доказательство. В компоненте написано, что он действует на 30 метров. Ну и на практике он дальше 30 тайлов не работает. Его чертеж разблокируется при изученной технологии второго тира арсенала. Но вот что не имеет ограничений по дальности, так это обычные кнопки и рычаги. Вот вам пример. Я в отделе поставил 3 кнопки. Каждую подключил на переключение разных частиц макака. Главное запомните, какие кнопки за какие частицы отвечают. Вот я листочки разложил даже. Делаем мы это, держа макак рядом с кнопками, потому что если макак будет далеко, то настроить не получится. Теперь мы притаскиваем подключенный макак к аномалии, ставим его, блокируем и идем в отдел. Теперь мы можем работать у стойки или с артефактами, параллельно контролируя сканером и кнопками аномалию. Главное, не запутайтесь в кнопках и предупредите отдел, а то по приколу подойдут, потыкают и взорвут станцию. Хорошо, теперь давайте расскажу про технологии, облегчающие нашу работу с аномалиями. Экспериментальный сосуд. Улучшенная версия обычного сосуда аномалий. Разблокируется на втором тире экспериментальных технологий РНД. Подключенная к нему аномалия будет давать в 2 раза больше очков на сервер РНД. То есть, если мы получали 60 очков в секунду, то с экспериментальным 120. Есть и небольшой минус этого сосуда. Если аномалия к нему подключена, то он будет излучать радиацию. Это легко решается застройкой большими плазменными или урановыми окнами, либо просто стенами. Мартых. Тоже второй тир экспериментальных технологий РНД. Представляет собой компактную версию макака. Маленький лазерный пистолет, стреляющий частицами на выбор. Стреляет гораздо быстрее макака. Энергозапас рассчитан на 9 выстрелов. Заряжается как энергооружие в специальном заряднике, либо турбозаряднике. Во время использования можно переключать частицы, нажимая кнопку Z. Наносит, как и макак, 5 единиц ожога за один выстрел. Так что это можно использовать как слабенькое оружие дальнего боя, например, для самообороны. Мартых очень полезен, когда вы только создали аномалию и не знаете, пригодна она для сдерживания или нет. Берете мартых в рюкзак и бегите на поиски без тяжеленной тележки сзади. Если нужно убрать аномалию, то 9 стабильных частиц вам хватит, чтобы очень быстро ее убрать. Я уже упомянул, что после того, как аномалия пропадает или коллапсирует, на ее месте появляется ядро. Эти ядра имеют вид пропавшей аномалии. При нажатии на Z издают звук импульса, без каких-либо эффектов. Ядра можно заставить кружиться вокруг персонажа, нажав правой кнопкой мыши по ядру и выбрав эту функцию. Кроме того, ядра после распада, которые называются инертными, можно продать в карго за 200 кредитов, а ядра после коллапса за 10 тысяч кредитов. Но их цена будет уменьшаться до тех же 200 кредитов с течением времени. Каждую минуту на 1000 кредитов. Так что, если хотите заработать на катастрофе со взрывом аномалии, то вам надо будет поспешить. Использование ядер аномалии возможно пока что только в перчатке Gorilla, технологии второго тира экспериментальной ветки РНД. Печатается на проталате и использует ядра как заряды для усиленных антигравитационных ударов. Работает так. Берем перчатку, вставляем ядро, и теперь мы можем передвигать аномалию путем ударов по ней этой перчаткой. Таким образом можно попытаться переместить аномалию в более удобное для сдерживания место. Но имейте в виду, при каждом ударе аномалия будет переходить в рост, поэтому передвигать ее без стабилизации довольно опасно. Ударов у нас тоже ограниченное количество. С инертного ядра у нас есть 5 ударов, после чего нужно новое ядро.
А вот ядро после коллапса имеет бесконечное количество ударов, пока не стало инертным, то есть его цена не уменьшилась до 200 кредитов, это около 10 минут. Ну и конечно, перчаткой можно пинать игроков и существ на внушительное расстояние, нанося 20 единиц механического повреждения. Синхронизатор аномалий. Технология второго тира экспериментальной ветки РНД является машиной, которая автоматизирует сдерживание аномалий. Выглядит как платформа и предназначена для установки под аномалию. После того, как мы прикрутим синхронизатор под аномалию, нам нужно будет подключить его к макаку. Привязываем его следующим образом. Рост к частице сдерживания и функции «включить». Это позволит при росте аномалий включать макак на сдерживающих частицах автоматически. Распад подвязываем к нестабильным частицам и также включить. А вот стабильное подключаем к функции выключить, чтобы макак выключался, когда аномалия стабилизировалась. С остальным можете сами разобраться, допустим, чтобы при импульсе открывались шлюзы или болтировались при суперкрите. После привязки макака необходимо синхронизировать аномалию на платформе. Чтобы это сделать, нужно нажать по самому синхронизатору левой кнопкой мыши. Аномалия сразу создаст импульс, но система перейдет в автоматический режим. Вам больше не нужно будет следить за аномалией, подумаете вы. Ну, я бы так не сказал. Все равно рекомендую вам мониторить сканер аномалий. Ведь если будут, например, проблемы с питанием, и свет буквально моргнет, что очень часто, кстати, бывает с нашими инженерами, то вам придется заново синхронизировать аномалию, точно так же нажимая на синхронизатор. И проблема в том, что вы даже не узнаете, рассинхронизировалась аномалия или нет. Конечно, можно сделать индивидуальное питание с помощью пары генераторов, но стоит ли оно того? К слову, некоторые аномалии вообще не пригодны для синхронизатора. Например, гравитационная, которая постоянно передвигается, выходя с платформы, или пирокластическая, которая вообще взрывается при импульсах. Но в целом это хорошая технология, достойная вашего внимания. Советую опробовать. Теперь переходим к разбору всех видов аномалий официальной сборки игры. На данный момент в игре есть 10 видов аномалий и еще 3 подвида одной из них. Сразу оговорюсь, что мое оценивание аномалий субъективное, так что прошу вас в комментарии с аргументами, если считаете, что я где-то не прав. Аномалия жидкости или химическая аномалия. Очень удобная для фармачков. Пассивно накапливает в себе случайную жидкость, химикат или напиток. При импульсах выплескивает все, что накопило вокруг себя на пол, в емкости и существ в радиусе 3-4 тайлов, в зависимости от процента опасности. Проблему для сдерживания представляют ядовитые, легко воспламеняющиеся и другие токсичные реагенты, которые она может вводить в экипаж, проходящий поблизости. Для решения этого мы застраиваем аномалию перилами по радиусу разлета химикатов. Кроме того, при длительном удержании аномалий химикаты будут очень сильно разливаться по полу. Для этого мы можем застроить аномалию, например, стеклами. Также расставлять ведра, мензурки, чтобы аномалия выбрасывала жидкость прямо туда, или собирать шприцами химикаты. Все собранное мы можем либо использовать самостоятельно, либо отдавать химикам в меди, они будут очень рады. В случае коллапса аномалия жидкости очень быстро синтезирует в себе реагенты и выплескивает их наружу, попутно заспавнив около 8 агрессивных химических слаймов неподалеку, которые будут содержать в себе различные химические реагенты и вводить их в своих жертв при атаке. Ледяная аномалия. Лично я не люблю ее сдерживать, потому что мало того она охлаждает воздух вокруг себя, спавнит ледяные тайлы, по которым скользят все существа, так самое неприятное это импульсы, выпускающие быстро летящие осколки, наносящие обморожение и глубокие раны с кровотечением. А также эти сосульки имеют структурный урон, ломающий все на своем пути. Но если вы решили ее сдерживать, то для начала застройте аномалию бронестеклом. Если процент не очень высокий, то вам будет удаваться заваривать стекла сваркой до разрушения. Но есть шанс того, что аномалия выпустит несколько осколков, которые сразу разрушат стекло и освободят накопившийся холодный воздух. Чтобы не замерзнуть, используйте теплую одежду или противопожарный костюм. Также используйте нагревательную систему из адского нагревателя и пассивной вентиляции. Ну и если сервер поддерживает постройку маленьких вентиляторов, которые работают как атмос-голопроекции, то стройте его под аномалией. К слову, вылетающие с импульсом ледяные осколки могут очень быстро сломать наш макак. Так что это еще одна причина, из-за которой нужно не отходить от аномалии. За это я ее и не люблю сдерживать. Да, и еще можно использовать фишку с артефактом. Так как артефакты неломаемые, мы берем большой артефакт и ставим его под ледяную аномалию. Он будет ловить на себя часть осколков, но никогда не сломается. Все бы хорошо, но нужно будет постоянно отодвигать артефакт, чтобы выстрелить макаком, так как артефакт будет блокировать полет частиц. При коллапсе ледяная аномалия выпускает несколько осколков, создавая крио-взрыв синего цвета. Также выпускает примерно 300 молей фризона на своем тайле. Собрав весь, вы продадите его максимум кредитов за 500, так что на этом много не наваришь.
Огненная аномалия или же пирокластическая. Пассивно нагревает вокруг себя воздух. При импульсах поджигает находящихся рядом существ и выпускает огненные шары. Эти шары наносят некоторый урон структурам, так что, как и с ледяной аномалией, мы застраиваем ее бронестеклами и бегаем вокруг со сваркой, но не забываем про теплую одежду или противопожарный костюм. Точно так же есть риск перегреть воздух там, где находится аномалия. Поэтому либо ставим охладительную систему с пассивной вентиляцией, либо строим маленький вентилятор под аномалию. Можно использовать артефакт, чтобы ловить часть огненных шаров, но они все равно будут наносить урон по области. При коллапсе пирокластика взрывается, выпуская огненные шары. Также создает несколько утечек горящей плазмы на расстоянии в 4 тайла от аномалии, в квадрате 9 на 9. Взрыв этой аномалии может сильно нарушить атмосферу на станции, поэтому за ней нужен особый контроль. Гравитационная аномалия или мини-сингулярность представляет собой темную сферу, искажающую пространство, пассивно притягивает к себе все, что можно передвинуть, и излучает радиацию, которая может быть опасна для экипажа. Кроме того, аномалия хаотично передвигается из стороны в сторону, что может мешать при сканировании и вообще при попытках попасть макакам. При работе с ней используйте магнитные сапоги, чтобы аномалия не затягивала вас во время работы. Гравитационная аномалия не проходит через препятствия, поэтому ее можно застроить окнами или перилами. Это будет, считайте, маленьким загоном для нашей аномалии. При импульсе она будет отбрасывать все предметы и существ поблизости, нанося им урон от удара об стены. Сдерживать эту аномалию довольно просто. Чтоб не фанило, используйте большие урановые или плазменные стекла. При коллапсе аномалия взрывается, отбросив все вокруг себя и создает дыру в полу станции размером где-то 5 на 5 тайлов, провоцируя сильную разгерметизацию. Blue Space аномалия. Выглядит как большой синий шар. Пассивно телепортирует зашедших внутрь аномалии существ или залетевшие предметы в случайное место поблизости. Может закинуть в стену или в космос. При импульсе телепортирует себя неподалеку, либо меняется местами с существами. В общем, все эти постоянные телепортации делают аномалию невозможной для сдерживания. Вы просто будете не успевать бегать за ней, а она будет прыгать по станции и представлять угрозу экипажу. Эту аномалию советую сразу убирать. Кстати, и снаряды, летящие в аномалию, тоже телепортируются. Так что есть риск травмировать существ поблизости. При коллапсе Blue Space аномалия телепортирует всех находящихся неподалеку существ на огромное расстояние и с большой вероятностью в космос. Коллапс этой аномалии довольно опасен, ведь он может выбросить часть экипажа в космос, если находится в людном месте. Каменная аномалия. Ее есть 4 вида. Первый — это железная, имеет оранжевый оттенок, меняет ближайший пол на ржавый и при импульсах создает структуры астероидного камня, а также иногда кристаллы поблизости. Аномалия будет формировать круг из структур каменистой породы, так что расположить макак внутри, а управлять им дистанционно снаружи будет правильным решением. Проламывать структуры камня и руды эффективнее всего киркой или шахтерским буром, который можно сделать на протолате при изученной технологии инженерной ветви первого тира. Я предпочитаю именно шахтерский бур за его компактность и скорость. Хорошо, все, что я описал выше, будет делать каждая каменная аномалия, но отличаются они цветом кристаллов и рудами. Вот, например, у железной появляется железная руда, из которой можно будет выплавлять сталь, пласталь и бронестекла на переработчике руды у утилизаторов. Научный отдел может собрать свой, промышленный переработчик. Это тоже технология первого тира инженерной ветки. Он использует для переплавки на 25% руды меньше, чем обычный, но вроде бы как и остальные промышленные машины, при использовании нагревает воздух. Когда мы будем добывать руду, с некоторым шансом может появиться рудокраб. Неприятный агрессивный моб. Убивать его легче той же киркой или буром. После смерти из него выпадает соответствующая руда. Насчет кристаллов. Из осколков кристаллов в крафт-меню можно делать разноцветные лампы, которые очень любят инженеры при строительстве целей смены. Каменная аномалия кварца. Сама имеет красный цвет, точно такая же, как и прошлая по воздействию, но тут другой вид руды и красный цвет кристаллов. Из руды кварца можно выплавлять стекло и бронестекло, а рудокраб, выползающий при добыче, имеет белый цвет и точно так же после смерти дропает кварц. Каменная аномалия серебра. Имеет голубой цвет, голубые кристаллы. Все то же самое, но руда у нее серебряная. Из нее выплавляется серебро. Серебряные рудокрабы точно такие же, как и прошлые. Отличаются только спрайтом. Каменная аномалия урана. Имеет зеленый цвет, зеленые кристаллы. Спавнит урановую руду, из которой можно выплавить уран. Рудокрабы тут урановые, излучающие радиацию. А также они не агрессивные, то есть не нападают на экипаж первыми. Но если вы их ударите, они нападут в ответ, как обезьянки. Эта аномалия как будто более безопасная за счет неагрессивных мобов, но фонят они сильно. Настолько, что на них можно сделать генератор электроэнергии с помощью коллекторов радиации. При коллапсе каждая каменная аномалия будет создавать примерно 10 рудокрабов и каменные структуры, как при импульсе, но на большем расстоянии от аномалии. Электрическая аномалия или мини-Тесла. Выглядит как электрический шар.
Пассивно имеет шанс шокировать существ поблизости. Это собьет их с ног и нанесет некоторый урон электрическими ожогами. При импульсах бьет разрядами молний находящихся рядом существ, нанося 15 электрических ожогов. Также бьет и взрывает электрические приборы рядом, прям как одноименная Тесла. Используйте изолирующие перчатки, чтобы не получать урона от этих молний. Макак нужно держать на большом расстоянии от аномалии, ведь буквально один импульс и от макака след простыл. Еще можно вообще запариться, если позволяет место, поставить заземляющие стержни, катушки Теслы и реально делать электроэнергию для станции с помощью этой аномалии. При коллапсе электрическая аномалия выпускает множество молний на большие расстояния, которые взрывают электрические устройства. Это может повлечь разгерметизацией и в принципе критические нарушения электропитания станции. Аномалия плоти или мясная аномалия имеет красный цвет и пассивно будет создавать пол из плоти. При импульсах будет спавнить агрессивных мобов и комки из плоти. В их уничтожении вам может помочь СБ, пока вы не застроите аномалию, но скорее всего они будут настаивать, чтобы вы ее убрали. После убийства искаженную плоть нужно куда-то девать, ведь это мясо. Можете отдать повару, чтобы он разделал на блюдо, либо медицинскому отделу в переработчик биомассы. Сдерживать аномалию можно, но только если позволяет место. Примерно помещение 9 на 9. Монстры появляются на расстоянии не более 4 тайлов от аномалии, на 70% опасности. Они, конечно, могут пробить стекло, но мы их можем убивать быстрее с помощью лазерного оружия или нашего малого мартыха. Макак, конечно же, подключаем на дистанционку или ставим снаружи и следим, чтобы плоть не загораживала полет частиц. При коллапсе аномалия плоти заспавнит несколько монстров на дальнем расстоянии и создаст сухожилие. Это аналог Кудзу, но более опасный. Разрастается со средней скоростью и при контакте с живыми существами наносит им урон и кровотечение. Убирать сухожилия эффективнее режущими, никакие спреи от сорняков не прокатят. Сильно разросшиеся сухожилия вам даже газонокосилками не удастся убрать. Тут поможет только разгерметизация. Если давление упадет ниже 20 килопаскалей, то сухожилия просто исчезнут. Пользуйтесь этим, если вдруг столкнетесь с сухожилиями, ведь они могут появиться даже с малым шансом при распаде, как и обычные монстры из плоти. Теневая аномалия. Выглядит как темный разлом. К пассивному эффекту можно отнести характерный шепот поблизости к аномалии. При импульсах создает теневые завесы, которые не пропадают сами собой и ограничивают обзор. Через них можно пройти, но внутри легко заблудиться. Кроме того, аномалия с некоторым шансом может создать портал внутри этой теневой структуры. Телепортирует он в случайное место поблизости. Это и является риском застрять в стене или оказаться в космосе. Мешающую нам темноту можно убрать, используя вспышки, переносные вспышки, фонари-вспышки и светошумовые гранаты. Чтобы не ослеплять себя, используйте сварочную маску или солнцезащитные очки. Вспышки РНД может делать на фабрикаторе экзокостюмов, что используется для создания роботов и боргов. Но фаворитом, конечно, будет переносная вспышка СБ, потому что она не имеет ограничения в зарядах. Еще аномалия может создавать фиолетовые кристаллы и теневые деревья, что будут мешать стрельбе макака, а также может заспавниться теневой кот, которого, кстати, нельзя тащить, но это может решить гравипушка, которая, кстати, изменит его спрайт. Это, видимо, баг. При коллапсе теневая аномалия создает теневые завесы и деревья на очень большом расстоянии, которые к тому же распространяются со временем, как Кудзу. Они также создают порталы внутри себя и погружают станцию в полную темноту, где экипаж точно заблудится. Цветочная аномалия или аномалия флоры. Относительно безобидная аномалия, которая при импульсах заменяет пол на траву и спавнит цветочный ковер. Очень слабый, неопасный аналог Кудзу. Движение не замедляет, растет медленно, ломается очень легко тем же скальпелем или спреем от сорняков. Но этот цветочный ковер пассивно выращивает на себе странные светящиеся ягоды. Вот их уже особо трогать не советую. Если мы сломаем эту ягодку, то может появиться случайный фрукт или овощ, среди которых есть аналоги лекарств по типу алоэ или галакточертополоха. Но что неприятно, из этих ягод могут появиться агрессивные существа, например, светящийся объект, буквально бабочка, которая будет наносить урон ожогами, или светящаяся сущность, вообще стреляющая лазером. Также аномалия может спавнить светящиеся деревья, что будут мешать стрельбе макака. При их срубке точно так же, как и из ягод, может появиться агрессивный моб. В целом аномалия пригодна для сдерживания, и с нее можно нафармить много остротравы для декораций. При коллапсе цветочная аномалия создает несколько агрессивных светящихся мобов, включая светящуюся персону, в которую, кстати, превращаются ученые от артефакта, если помните. Но самое неприятное — это агрессивная версия цветочного ковра, которая будет с большим шансом спавнить деревья и все виды светящихся мобов, которые будут нападать на экипаж.
Итак, подводя итоги видео. На мой сугубо личный взгляд, аномалии более ситуативный способ добычи очков, нежели артефакты. Потому что вам может не повезти, и аномалии будут появляться мало того, что в людных местах, так еще и представлять опасность станции. Я ни в коем случае не говорю, что аномалисты менее полезные для РНД. Напротив, если хорошая аномалия появится в удачном месте, то ей почти гарантированно можно обеспечить минимум 2, а то и более изученных веток технологии РНД. Главное сразу качаться через экспериментальный сосуд, ведь это имба. По очкам как будто 2 аномалии в одной. Другое дело, с какой попытки мы получим идеальную аномалию в идеальном месте, с учетом того, что плазма у РНД не бесконечная. Даже вон химики постоянно просят. Спасибо за просмотр этого видео. Я очень рад активности под моим прошлым роликом, по совместительству первым на канале. И чтобы не стоять на месте, я создал телеграм-канал, ссылка на который будет в комментариях. Там будут голосования для тем новых роликов, где вы будете помогать своими знаниями и фишками работы в отделах составлять мне сценарий. Естественно, там будут и анонсы роликов, дополнительный материал и даже, наверное, обсуждение обновлений, в том числе грядущих из пул-реквестов. Так что, если заинтересовались, то прошу вас, заходите по ссылке в комментариях. А на этом я с вами прощаюсь. До новых видео.